Салют, здорово! Добро пожаловать на канал Блогерский обход. С вами Гудвин. Ролик, который вы сейчас увидите, это ролик, который состоит из материалов, которые не вошли ни в один из предыдущих эпизодов. Сейчас идет речь о квартире, в которой я провел 2 ночи и снял для вас довольно интересный материал. Кстати, хочу сказать огромное спасибо всем за поддержку. Ваша поддержка для нас очень важна, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Для вас это всего лишь буквально пару кликов, а для меня это неоценимый вклад в творчество, которое, собственно, я вам предоставляю. Огромное спасибо вам еще раз. Так, друзья мои, маленькая информация о том, что вы сейчас увидите. Данный видеоматериал не попал в основные ролики, потому что этот материал мне показался, ну, скажем так, лишним, что ли, в основных моментах. И поэтому я решил сделать маленький, короткий бонус-ролик. В чем, собственно, заключается суть данного видеоматериала? Это эксперимент, который мы однажды уже проводили. Эксперимент Гансфельда. Этот эксперимент мы проводили, если помните, на кладбище с каналом Топи. В чем, значит, заключается суть этого эксперимента? Для чего вообще нужен этот эксперимент? Говорят, что с помощью него можно открыть внутри своего мозга, скажем так, порталы, с помощью которого ты можешь услышать, увидеть параллельный мир. Мир загробный. То есть, по сути, это выход в астрал, я так полагаю. Вот что-то подобное, да. Я решил попробовать провести этот эксперимент непосредственно в самой квартире, возле тех самых комнат, которые были запечатаны. Многие, кстати, задавали мне много вопросов, и на 2 из них я сейчас прям отвечу вам. Первый вопрос. Я не могу вернуться в эту квартиру, потому что доступа в эту квартиру сейчас нету, хозяева там не живут. Эта квартира, я даже не знаю, какова судьба этой квартиры, но знаю точно, что сейчас в этой квартире там никто не живет. Второе. Я не смог бы вскрыть те комнаты, которые были заперты по одной простой причине, потому что эти комнаты находятся в чужой частной собственности, а как известно, проникновение на чужую частную собственность – это дело подсудное. Тем более, если бы я это опубликовал на просторах YouTube. Залезть я туда не мог. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Так, ну что ж, друзья мои, давайте начнем сначала с того момента, который я, скажем так, упустил в основном видеоролике. И там был один очень интересный момент. Как вы помните, вас очень сильно раздражали часы, которые тикали. Да, действительно, в этой квартире очень много часов. Есть один маленький нюанс. В этой квартире есть 3 часов в каждой комнате. Это на кухне, в большой комнате и в маленькой комнате. И вот какая странная ситуация с этими часами. Так, часы. Сколько здесь часов? Это часы стоят. Эти часы идут. Угу. Какие еще часы есть в доме? Эти часы стоят, вот эти часы идут. Так. Здесь 5:30. 7:25. И здесь 6:38. Подожди. 6:38. 6:38. 6:38. 5:30. 6:35. Без 10:07. Давай начнем с того, что все часы, которые стоят в доме, в период с 5 до 7 часов. Без 10:07, без 27, половина 6, без 25:07. Все часы остановлены практически в один период. Единственное, часы вот в этой комнате, которая за этой стеной, в 5:30. Кстати, вот часы в маленькой комнате мама, по-моему, пыталась не батареи. Смотри, но ты замечаешь, да, вот это совпадение, что Ну, даже хорошо, даже если взять вот этот момент, что часы, которые висят в той комнате, на 5:30 ты говоришь, мама твоя хотела батарейку поменять, возможно, она просто их сбила, да, то есть мы уже не можем утверждать, когда именно они остановились, но вот эти 3, вот раз, 2 и вот этот котик практически в одно и то же время, разница 20 минут. Часы, которые висели в маленькой комнате, они переведены на час раньше. Но не исключая тот факт, как сказала сама хозяйка, что часы, возможно, могли быть переведены в момент, когда мама этой хозяйки пыталась установить батарейку на эти часы. И, возможно, просто покрутила и так далее. Очень странное совпадение, что все эти часы остановились плюс-минус примерно в одинаковое время. И вот отсюда возникает вопрос.
Как вы думаете, связано ли это с тем, что происходит в данных квартирах? Если вы не смотрели 2 предыдущих ролика, обязательно пройдите по ссылке в описании, либо сейчас здесь выскочат подсказки, либо в конце ролика будут направления, обязательно посмотрите эти 2 ролика, потому что они получились крайне интересными даже для меня. Но то, что вы сейчас увидели, это, скажем так, было маленькое ответвление. Сейчас мы переходим к основному эксперименту, который называется эксперимент Гансфельда. Посмотрим, что из этого получилось. Скажу вам откровенно, то, что сейчас увидите вы, будет сюрпризом даже для меня, потому что я еще не отсматривал материал с этим экспериментом. Так что, друзья мои, смотрим. Что ж, друзья, прямо сейчас я начинаю эксперимент Гансфельда. Пожалуйста, не делайте это в одиночку, если вдруг хотите повторить подобное. Я сейчас ставлю таймер на 20 минут. В это время должен зазвонить будильник. Фух. Ну что, друзья мои, гашу свет. Укладываюсь поудобнее. Вот. Слышали стуки? Это вот с этой комнаты. Такое ощущение, будто кто-то в этой комнате находится. Но она заперта. Я подключил звук так, что будет слышно и меня, и то, что я буду слышать. Все аномалии, которые я буду якобы слышать, все будут фиксироваться на рекордере. Запомните, ребят, не повторяйте этого дома. Эффект Гансфельда или прецептивная депривация. Феномен восприятия, вызванный нахождением человека в однородном бесструктурном зрительном и слуховом окружении. Эффект возникает, когда мозг использует белый шум, чтобы дополнить зрительную картинку ощущений при нехватке визуальной информации. Белый шум интерпретируется верхней зрительной корой головного мозга, что порождает галлюцинации. В моем случае я использую красный фонарь, шарики для пинг-понга, которые лежат у меня на глазах, и белый шум в наушниках. Пока что ничего, слышу только шум и красный цвет. Ощущения неприятные начинаются. Я как будто слышу чей-то разговор. Нет, это нереально. Сосредоточимся. Ощущаю что-то странное с правой стороны. Очень неприятное ощущение. Как будто кто-то то ли ходит, то ли стоит. А сквозь шипение странный разговор. Как будто две женщины разговаривают. Странный дискомфорт в районе живота. Нижней части.
От напряжения во рту пересохло. Кто-то рядом стоит? Ну, то есть соседей здесь как таковых не слышно, да? То есть скидывать какие-то моменты на соседей уже как бы, без вариантов. Ну, если у тебя будет долбычить музыка, это явно понятно. Не, если музыка, это понятно. А так нет. Здесь много с маленькими детьми, они рано все укладываются, и обычно ночами тишина прям. Если сильно прислушаться, можно даже слышать, как транспорт по Каменноостровскому проходит. Понимаю. Если окна открыты. Друзья мои, пока я снимал этот момент, у меня всегда было присутствие чего-либо. Такое ощущение, как будто кто-то рядом находился со мной. Я, возможно, даже слышал голоса. И напряжение в этот момент абсолютно не спадало. Я старался быть расслабленным, слушать. Мысли шли самотеком, но различные мысли, которые периодически даже могли пугать. Напряжение, конечно, не бывалое. Но скажу вам так, то, что испытал я, это не передать словами и, к сожалению, даже не может передать камера. Однако, я могу сделать кое-что. Я могу сделать так, что у вас улучшится настроение, потому что существует Тинькофф карта Магнит. Тинькофф карта Магнит позволяет вам заработать на ежедневных покупках. Если рядом с вашим домом находится магазин Магнит, то это предложение для вас. Дебетовая карта Тинькофф Магнит поможет сделать ваши покупки еще выгоднее. Эта карта дает дополнительные бонусы на карты лояльности Магнит, которые вы сможете оплачивать до 50% ваших покупок в этом магазине. На вашу карту лояльности будут начисляться дополнительные бонусы от 2,5 до 6% при покупках в магазинах Магнит. Дополнительные бонусы за другие покупки от 1 до 30%. А оформить такую карту вы можете всего за несколько минут. Кстати, сейчас для вас действуют особые условия. Кэшбэк 1000 рублей за каждые покупки от 5000 рублей в месяц. Только для новых пользователей дебетовых карт банка Тинькофф. Так что, друзья мои, заказываем дебетовую карту Тинькофф Магнит и зарабатывайте на ежедневных тратах. Ссылка в описании. Ух, музыка заиграла. Мерзкое ощущение. Кто-то ходит. Причем довольно громко. Кто здесь? Виноват. У меня было прям сейчас четкое ощущение, что кто-то рядом стоит. Это что было? Я услышал мощный удар. Кто ходит? Мощный топот прям по полу. Фух. Перетрясло маленько. Перетрясло, точнее. Перетрясло маленько. Это невыносимо, я слышу какие-то странные звуки. Начинает казаться, что кто-то здесь на каблуках ходит. Так и кукухой поехать можно. Так. Да. По голове сознание, конечно, бьет жестко. По сознанию, по всей этой штуке, эти шипения, эти звуки, которые ты слышишь, стуки, музыка непонятная. Ну, скажу откровенно, такое себе.
вечное ощущение чего-то странного. Что ж, друзья мои, надеюсь, бонусные материалы вам понравились. Обязательно пишите комментарии, что вы об этом думаете, ставьте лайки, подписывайтесь в Телеграм, в группу ВКонтакте. Также при этих группах имеются чаты, куда вы можете вступить, пообщаться с такими же зрителями, как и вы. Также периодически там нахожусь я, иногда общаюсь с вами. Так что добро пожаловать в нашу дружную семью, будем только рады. Всем огромное спасибо за просмотр. Также хочу сказать огромное спасибо вот этим людям, которые поддержали наши проекты, благодаря которым состоялись съемки, которые еще состоятся, с учетом того, что сейчас у нас все силы брошены на то, чтобы снять вторую часть «Фазмофобии». Да, мы сейчас готовимся к съемкам и надеюсь, что в скором времени вы увидите что-то очень крутое и интересное. Ну что ж, друзья мои, всех люблю. Помните, ребят, вы самые лучшие. Увидимся с вами скоро в следующем ролике. Всем пока!